Ребята, всем привет! Сегодня расскажу несколько мифов и историй из жизни советского и российского пианиста Святослава Теофиловича Рихтера. Начну с топа вопросов, которые каждый пианист захотел бы задать Рихтеру. Их уже задали, а именно в беседе в 1982 году. «Вы когда-нибудь сочиняли музыку?» Рихтер ответил: «Да, когда я был еще очень молодым, прежде чем поступил в консерваторию. Я даже начал писать оперу, но она так и осталась незаконченной». Какое музыкальное произведение вы считаете наиболее сложным? Сонату Бетховена, опус 106. Я считаю также, что прелюдии и фуги Шостаковича содержат очень много трудностей для пианиста. Также Моцарт. Моцарт, пожалуй, самый трудный. У вас есть какой-то особый способ изучения произведения? Сколько часов в день вы обычно занимаетесь? Я бы не сказал. 3 часа каждый день. Кого бы вы предпочли? Горовица или Рубинштейна? Рихтер ответил, что очень любит Рубинштейна. К тому же, цитирую, «Мы уже много лет крепко дружим. Но Горовиц мне тоже нравится, хотя его стиль несколько дальше от моего». Что вы думаете о той музыке, которую пишут сегодня? Есть музыка хорошая и есть музыка плохая. Но сегодня очень трудно давать какие-либо точные определения. Вот через 30 лет мы, может быть, и сможем что-нибудь сказать. Какую музыку вы любите больше всего? Я безумно люблю камерную музыку и, естественно, ту, которая написана специально для фортепиано. Но больше всего я все-таки люблю оперу. Вы считаетесь с мнением критики? Несколько раз критики меня очень разочаровывали. От некоторых знаменитых критиков я ожидал более профессиональных заключений о моем стиле игры. Я часто рассчитывал не на обычную, заранее составленную статью, которую могли написать, допустим, за день до концерта. Были и такие критики, которые на концерте не могли даже узнать, что я играл на бис, и путали, например, Шопена с Дебюсси или с Брамсом. Что вы думаете о фортепианных конкурсах? Не могу сказать, что отношусь к ним положительно. Разумеется, они дают молодым исполнителям блестящие возможности начать свою карьеру. Но члены жюри, которые иногда вынуждены слушать 20 раз подряд одну и ту же пьесу, не могут высказать объективное мнение. Есть какой-нибудь исполнитель прошлого, который вас очень интересует? Очень трудно ответить на ваш вопрос. Я боюсь забыть какое-нибудь имя. Я назвал бы прежде всего Рахманинова. Заканчивая консерваторию, Святослав Рихтер должен был получить диплом с отличием. Однако этому мешала плохая успеваемость по марксизму-ленинизму. На экзамене по этому предмету преподаватели попросили задать Рихтеру самый легкий вопрос. И его спросили, кто такой Карл Маркс. Рихтер ответил: «Кажется, социалист-утопист». Рихтер вспоминал, цитирую, «У меня, может быть, несколько необычно сложилась музыкальная жизнь. По существу я очень мало занимался музыкой в учебном плане, мало учился, почти не брал уроков музыки. Я приехал в Москву, поступил в консерваторию, занимался с Генрихом Густавовичем Нейгаузом, а до этого все шло как-то самотеком. Тем, что я стал музыкантом, я обязан главным образом своему отцу. Он создавал в семье музыкальную атмосферу. Это получалось совершенно естественно. Он был пианист, окончил Венскую консерваторию очень давно. Он был довольно пожилого возраста, гораздо старше матери, на много лет. У отца были ученики. Как музыкант он пользовался авторитетом, но сам я с ним не мог заниматься совершенно. У меня он не пользовался авторитетом, вероятно, именно потому, что я был его сыном. Трижды мы пробовали, и каждый раз кончалось тем, что он отказывался со мной заниматься. Отец был очень мягким человеком, а я почему-то делал все наоборот. Музыкой я заинтересовался лет с 7-8, когда стал жить с родителями. До этого с 4 до 7 лет я жил у родственников моей матери. Там я был увлечен другим искусством. Сестра моей матери была довольно талантливая художница, и у меня было желание стать художником. На вопрос, кто ваш любимый композитор, Рихтер однажды ответил так. Тот, который совсем не писал фортепианную музыку,
Вагнер. Вагнер перешагнул рамки своего профессионализма. У него все сливается. Музыка, театр, литература, дирижирование. Как-то министр культуры пожаловалась Рихтеру на Ростроповича. Мол, у него на даче живет опальный Солженицын. Рихтер ее горячо поддержал, согласившись, что это безобразие. У Мстислава ужасно тесная дача. Солженицыну лучше жить у самого Рихтера. Пианист просто не знал, что такое высказывание может быть очень опасно. На первом конкурсе имени Чайковского Святослав Рихтер поставил Ван Клиберну 25 баллов, а остальным участникам – 0. С тех пор его в жюри не приглашали. Рихтер часто играл на роялях Ямаха. Он впервые познакомился с ними в 1969 году в Падуе. Впоследствии на музыкальном фестивале на юге Франции Рихтер, выбирая из роялей разных брендов, остановил свой выбор на Ямахе, сказав без колебаний «вот этот рояль». В 1970 году Рихтер впервые посетил Японию, чтобы принять участие во Всемирной выставке в Осаке. Все газеты писали о его решении играть на рояле Ямаха на всех своих концертах. Впоследствии он начал запрашивать фортепиано Ямаха для выступлений не только в Японии, но и для всех своих европейских туров. Вот что Рихтер говорил о фортепиано Ямаха. Цитирую. «Только по-настоящему хороший рояль позволяет выразить глубину души пианиста. В роялях Ямаха заложена невероятная смесь эмоций, отзывчивости и технического совершенства. И поэтому я люблю эти инструменты». О личной жизни Рихтер не рассказывал ничего, хотя о его ориентации ходили небезопасные слухи для гражданина СССР. Музыкант был женат на оперной певице Нине Дорлиак, отношения с которой начались с того, что Святослав предложил ей выступить вместе. Впоследствии пара зарегистрировала брак, в котором Рихтер и Дорлиак прожили 50 лет. Однако на пересуды это никак не повлияло. Так Вера Прохорова, с которой музыкант дружил много десятков лет, в воспоминаниях и интервью утверждала, что брак был фиктивным. Ведь отношения между супругами были далеки от стандартов. Они спали в разных комнатах, обращались друг к другу исключительно на «вы», и детей у них не было. Рихтера часто называли первооткрывателем в области музыки. Он неоднократно выносил на свои выступления сочинения, которые не пользовались особой популярностью. И только после него их начинали играть и другие пианисты. Так было, например, с Шубертом и Мисковским. Сегодня это покажется дикостью, но полвека назад Рихтера спрашивали, цитирую, «Зачем вы играете Шуберта? Шумана надо играть». На что он отвечал так. «Я играю то, что мне нравится, и раз мне это нравится, то и публика слушает с интересом». Однажды ночью Нина Дорлиак пожаловалась Рихтеру. «Никак мне не забыть, как вы на медни, милый Слава, играя Моцарта, промазали октаву. Я тихо ахнула, застряв в пространстве пауз, и не беспочвенно, в углу сидел Нейгаус. Он был рассержен и взволнованно краснея, страдал за вас и за Вольфганга Амадея». И Святослав Рихтер ей ответил полусонно. «Дружочек, свет моих триолей, Нина Львовна, я помню этот такт и ту октаву. Пусть не по нотам, но там сыграно на славу. Скажу вам больше. Ходят слухи, что лет 200 назад сам Моцарт мазал в этом месте. Поэтому, Нинон, не будем строги. Мы тоже люди, хоть, естественно, и боги». Мораль сей басни такова: мажьте смело. Рихтер последние 2 года не расставался с объемистым кожаным портфелем. В ту пору он уже не концертировал, но не оставлял надежды вернуться на сцену. В том портфеле были специально отобранные им на тот момент ноты. Там же лежал исписанный рукой Рихтера листок с несколькими его афоризмами. Среди них были такие: играть с удовольствием, ждать тихо перехода количества в качество, иметь всегда перед собой ноты. В старости Рихтера мучила депрессия.
Здоровье подводило музыканта, не давая ему концертировать и заниматься музыкой даже для себя. Пианисту не нравилась собственная игра. Рихтер всегда избегал интервью и, кажется, изменил этому обычаю лишь однажды. За несколько месяцев до своей смерти он дал интервью французскому телевидению. Фильм в разных странах Европы шел под разными названиями. Где-то как «Рихтер непокоренный», где-то как «Тайна Рихтера». Оба этих названия, каждое по-своему, вполне отражают суть фильма, в котором легендарный музыкант как бы подвел итог своей жизни. В нем он с откровенностью поведал миру о таких деталях, к которым и близко не подпускал никого и никогда. Процитирую несколько фраз из его монолога. «Я не играю для публики, я играю для себя. И чем лучше играю для себя, тем лучше воспринимает концерты публика. Самое трудное и важное в музыке – это пианиссимо. Я обычно играл 3 часа в день. Занимался, но когда надо было срочно что-то выучить, то играл по 10-12 часов. Но это не часто. Это неправда, что я много занимался. У меня было 80 концертных программ. Я их играл наизусть, а однажды подумал, надо внимательно смотреть в ноты, тогда будешь играть как написано. И стал играть по нотам. Сейчас в концертной жизни все изменилось. Заранее составляются планы, а я ненавижу всю эту планировку. Сейчас ты в форме, а завтра все сорвется. Я готов сыграть и в школе без гонорара. Играю в маленьких залах без денег, мне все равно. Сейчас я старый человек. Я бы хотел играть Скарлатти, Шонберга, но уже нет сил. Прокофьев больше всего любил Гайдна. Я тоже. Он какой-то свежий. Я люблю Гайдна больше, чем Моцарта. Сил мало, хотя вот недавно выучил 2-й концерт Сен-Санса. Я его очень боялся. Для старого человека неплохо. Я ведь человек холодный, несмотря на весь мой темперамент. Себя я хорошо знаю. Есть вещи, которые мешают не в музыке, а в жизни. Я себе не нравлюсь. Все. После нескольких лет жизни в Париже в 1997 году Рихтер вернулся в Россию. Он умер 1 августа 1997 года, меньше чем через месяц после возвращения. Причиной смерти стал сердечный приступ, а последними словами великого пианиста стала фраза «Я очень устал». Спасибо, что посмотрели. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, оставляйте их внизу, и по возможности на них отвечу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Всем пока!